Здравствуйте, дорогие друзья! Всем добра и позитива, а самое главное, крепкого вам здоровья! Рассмотрим с вами растение под названием зверобой продырявленный и узнаем фармакологические свойства и применения. Распространение. Зверобой продырявленный – евразиатский вид. Широко распространен в европейской части страны, кроме северных районов, в Западной и Восточной Сибири, на Кавказе, горах Средней Азии. За Енисеем сменяется другими видами. Места обитания. На суходольных лугах, лесных полянах, в разреженных лесах, среди кустарников, в лесополосах, среди посевов. Встречаются обычно отдельными полосами, участками, большие заросли образуют редко. Заготовка. Траву заготавливают в фазу цветения июль-август до появления незрелых плодов, срезая ножами или серпами облиственные верхушки длиной до 25-30 см, без грубых оснований стеблей. Сушка. Сушат траву зверобоя на чердаках, под навесами при хорошей вентиляции, разложив сырье слоем в 5-7 см и периодически перемешивая. В сушилках с искусственным обогревом при температуре 60 градусов. Окончание сушки определяется по степени ломкости стеблей. В высушенном состоянии они не сгибаются, а ломаются. Фармакотерапевтическая группа. Вяжущее, антисептическое, противовоспалительное, антидепрессивное средство. Фармакологические свойства. Трава зверобоя обладает многосторонними фармакологическими свойствами. Основной фармакологический эффект зверобоя – спазмолитическое действие, связанное с наличием в растении флавоноидов. Это действие проявляется на гладкомышечных элементах желудка, кишечника, желчных путей, кровеносных сосудов. Препараты зверобоя обладают вяжущими, противовоспалительными и антисептическими свойствами, а оказывают стимулирующее действие на регенеративные процессы. В последние годы тщательное изучение зверобоя выявило его выраженный антидепрессантный эффект. Это действие обусловлено наличием в его составе гиперицина и других компонентов, действующих на структуры и функции головного мозга. Зверобой повышает адаптацию психоэмоциональной сферы в условиях стресса. В связи с фотосенсибилизирующим действием гиперицина, зверобой повышает чувствительность кожи к действию света и ультрафиолетовых лучей, что особенно выражено у животных-альбиносов. При поедании сена с большими примесями зверобоя у животных появляются признаки отравления. Биологически активные вещества травы зверобоя – смесь высших спиртов, каротиноиды, токоферолы оказывают противовоспалительное действие. Применение. Разнообразие биологически активных веществ в зверобое обусловливает разностороннее применение его препаратов. Настой и настойку из травы зверобоя применяют в качестве спазмолитического, вяжущего, дезинфицирующего и противовоспалительного средства. Водный настой зверобоя назначают при гастритах, при острых и хронических энтеритах и колитах, при дискинезиях желчных путей, холециститах, желчнокаменной болезни, гепатитах, метеоризме. Настойку зверобоя применяют для полосканий при хроническом танзилите, ангине, гингивитах, стоматитах. Препараты из зверобоя назначают при депрессии легкой и средней степени тяжести, в том числе при состоянии тревоги, страха, бессонницы при астеническом синдроме. При длительном применении препаратов зверобоя могут возникнуть диспепсические явления, фотосенсибилизация. Во время лечения следует избегать ультрафиолетового облучения. Всем спасибо за просмотр, если информация была полезна для вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии, буду всем очень рад. Всем удачи и до новых встреч!